Всем привет! Это Настасья, и у меня есть очень интересные новости. Учиться в Европе давно была моей мечтой, кажется, с курса так первого моего любимого КИСИ, когда к нам пришли презентовать итальянский институт. Кажется, так даже началась моя любовь к Италии. Интересно. Мы всерьез рассматривали с подругой разные варианты и даже остановились на одном в Норвегии. Правда, потом передумали, так как решили, что замерзнем там. Но через какое-то время моя подруга все-таки уехала учиться в Барселону, а я принялась усиленно зарабатывать деньги на свою мечту. Честно говоря, деньги зарабатывались не так уж-то и быстро, и я даже в какой-то момент приняла, что это скорее останется мечтой, чем целью. Но все же попробовала свои силы в итальянском ИЕД на промышленный дизайн и поступила. Я выиграла грант, но не поехала. У меня не было достаточной суммы на счету, чтобы мне открыли визу, я не смогла ее собрать, и поэтому этим шансом я, к сожалению, не воспользовалась. И после этого я окончательно смирилась, что учебы в Европе мне не видать, и просто принялась развивать свой бизнес дальше. 4 года тому назад по совершенно другим причинам я переехала в Берлин. Первые 2 года я работала в компании, затем пробовала свои силы, затем в другой компании, пока в прошлом году меня не осенило. Я же живу в Европе, и это означает, что я могу и учиться. Это действительно перевернуло мой мир. И, конечно же, причин для учебы у меня сейчас намного больше, чем просто осуществление своей мечты. Наверное, самое первое — это то, что я всю свою жизнь или рисовала, или занималась дизайном, но в последнее время я все чаще задумываюсь, чем еще мне бы хотелось заниматься. Отчасти это связано с тем, что я разочаровалась в дизайне, и об этом я уже снимала видео. А отчасти рынок дизайна в Берлине повлиял на это, и поэтому я решила понять, чем еще я хочу заниматься. В прошлом году я попала в больницу, и у меня была замечательнейшая врач, очень красивая и не выглядевшая на свой возраст турчанка, и почему-то она решила поделиться своей историей. «Мне 49», — начала она. «Раньше я была графическим дизайнером, но потом я поняла, что хочу заниматься чем-то, что приносит больше пользы и не такое коммерческое. Поэтому 9 лет тому назад я решила стать врачом». Сказать, что ее история впечатлила меня, это ничего не сказать. Я месяца как 2 носилась с идеей, что хочу быть врачом, хочу помогать людям. И примеряла, каким именно врачом мне лучше быть. Конечно, через какое-то время я все же поняла, что врач — это не совсем мое, но активно начала присматриваться к своим интересам. Я нахожусь в среде, где очень много разных культур, и вопрос воспринятия и понимания их для меня особо актуальный, потому что одни и те же вещи могут восприниматься совершенно по-разному. И поэтому на очень долгое время меня заинтересовала культурная антропология. Но, конечно же, история на этом не заканчивается. Итак, год назад я приняла решение и начала активно заниматься вопросом поступления. Я открыла свой уже любимый сайт Master Portal и начала искать интересные мне программы. Сначала искала все, что связано с дизайном, затем искусством, затем культурой. Честно говоря, я искала программы по всей Европе, но потом все же остановилась на Германии и присматривалась к программам, которые поближе к Берлину. Моим главным критерием в выборе был английский язык программы, так как моего немецкого совершенно недостаточно для учебы, да и планирую я применять свои знания на английском языке. Теперь вы знаете, зачем мне нужен был TOEFL. В Германии очень много программ на английском, также довольно много и бесплатных программ. Да, есть какие-то небольшие взносы, которые придется оплатить. Зачастую они от 100 до 300 евро в семестр, но как студент вы также получаете множество бонусов, проездных и даже скидок. Все творческие и креативные программы зачастую платные, и суммы могут быть очень разными. Также есть возможность получить стипендию, но и тут, конечно же, свои нюансы. К примеру, для того, чтобы ее получить, многие программы требуют хорошее знание немецкого, ну или чего-то другого. В основном все университеты работают через сайт UniAsid, что, в принципе, довольно удобно. Вы собираете все необходимые документы, загружаете их на сайт, и уже сайт сам отправляет в университеты, которые вы выбрали. Конечно же, за это придется заплатить.
Первая заявка стоит 70 евро и последующие 35. Также придется заплатить за переводы, переведенные немецким присяжным переводчиком, и сертифицированные копии. У меня примерно на все это ушло евро 500. Также обязательно нужно будет написать мотивационное письмо для каждой программы, почему именно вас должны выбрать. Если это творческая профессия, то кроме стандартных документов еще, скорее всего, попросят предоставить портфолио и, возможно, еще будет личное собеседование. Но в целом это зависит от самой программы, да и вообще университеты в Германии, они независимы, и у каждого свои правила и требования. К этому всему невозможно подготовиться за один день, и так как это Германия, лучше готовиться очень заранее. В Европе нет такого понятия, как поздно учиться, никто на тебя особо косо не смотрит. По крайней мере, у меня есть множество друзей-европейцев, которые получали своего первого магистра уже после 30. В Германии можно поступать до 55, так что, может быть, я даже созрею на 3. Но, конечно же, посмотрим, как все будет происходить на самом деле уже в этом октябре, так как в итоге меня приняли на все программы, на которые я подавалась, и я остановилась на дизайн-исследовании. Да, это снова дизайн, но такой уже более научный, и программа проходит на базе Баухауза. В общем, мне очень интересно и прямо не терпится начать. И с осени у меня начинается действительно новая жизнь, о которой я с радостью вам все расскажу. В общем, до встречи в новых видео, и не забудьте поддержать лайком это видео, мне будет безумно приятно. Всех целую, обнимаю и пока-пока!